Всем привет! На канале, в котором мы делаем обзор доступных по цене часов. Если вас интересуют повседневные, спортивные, военные и просто функциональные часы, то рекомендую обратить внимание на героя нашего сегодняшнего обзора. Сегодня рассмотрим хронограф японского бренда Pulsar. Но вначале немного про сам бренд. Интересный факт. Именно Pulsar были первыми в мире электронными часами, выпущенными в США в 1972 году компанией Hamilton. Но уже в 1978 году бренд выкупила японская Seiko. Сегодня под маркой Pulsar Seiko выпускает более дешевые часы, нежели свой основной бренд Seiko. Однако их качество, исполнение и функции остаются на высоте. Часы выполнены в стиле пилотских часов-хронографов, изготовлены в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 мм, толщиной 12 мм. Спереди прикрыты плоским минеральным стеклом. Класс водозащиты 100 метров. Поставляются с нейлоновым ремешком НАТО 22 мм. Из усложнений окошко с датой и, конечно же, сам хронограф. Фон колесика с датой совпадает с цветом самого циферблата. Хронограф имеет 3 циферблата: 1/10 секунды, секунды и минуты. Хронограф способен измерять отрезки времени до 60 минут. В часах использован кварцевый механизм Seiko VD57. Метки и цифры нанесены белой краской на черном фоне и обеспечивают отличное считывание. Заводная головка не завинчивающаяся. Также имеются стандартные для хронографа кнопки старта, паузы и сброса. Корпус глянцевый. В заднюю крышку вообще можно смотреться как в зеркало. Это очень сомнительное решение для таких часов, потому что часы скорее для активного образа жизни, и глянцевая поверхность будет собирать царапины, которые будут очень сильно заметны. И если в случае задней крышки это не критично, потому что, во-первых, крышка закрыта ремешком, а во-вторых, эта часть корпуса обычно скрыта, то боковые части корпуса, скорее всего, очень скоро покроются царапинами. Что непривычно, секунды хронографа отсчитывают стрелкой в положении 6 часов. Я ожидал секунды хронографа в виде большой секундной стрелки. В этом есть определенное удобство. Не только проще считывать показания, но и возможность использовать тахометр, если он присутствует. Считыванию значения секунд хронографа мешает наличие меток только лишь для каждых 5 секунд. Не получится, например, при остановке отсчета времени точно сказать, это 17 секунд или 18. При наблюдении же за отсчетом помогает большая секундная стрелка, как ориентир. Очень эффектно смотрится вращение стрелки на 1/10 секунды. К сожалению, это быстрее расходует батарейку. Вращение происходит первую минуту, затем стрелка останавливается. Однако при остановке хронографа она укажет на точное время долей секунд на время остановки. Люминесцентное покрытие на стрелках и метках присутствует. Оно обеспечивает хорошую первоначальную яркость, однако очень быстро пропадает. Сначала исчезают метки, а потом угасают стрелки.
Данная модель примечательна в первую очередь своей историей. Именно Seiko, а позже их суббренд Pulsar, были выбраны официальным поставщиком часов для Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF). Это были часы с японским кварцевым механизмом и хронографом. Уже начиная со второго поколения под брендом Seiko начинает угадываться тот самый дизайн современного образца. Появились арабские цифры, обозначающие часы на внутреннем диске и минуты на внешнем, а также окошко с датой. Далее в ВВС Великобритании Seiko начинает поставлять часы Pulsar. Дизайн практически не претерпевает больших изменений, изменился лишь люминесцентный материал. Как мы видим, L в кружочке обозначает люминово. Второе поколение Pulsar обзавелось защитой заводной головки, а в остальном практически ничем не отличается от первого поколения. Найти в продаже оригинальные часы, те самые, которые носили британские пилоты, сложно, но можно. Однако обойдется такая покупка в копеечку. К счастью, Pulsar выпустили для гражданского рынка брата-близнеца, часы, которые в точности повторяют те самые пилотские. Приобрести такие можно дешевле 100 евро на международных площадках. Из тех вариантов, что я видел доступными для продажи, продавцом выступала вот эта компания. Если у вас нет возможности покупать на Amazon или eBay, можно пойти на их сайт, и судя по описанию, у них есть международная доставка. Они также доставляют в Россию. Так что если вам зашла именно эта модель, то можете проверить на их сайте, ссылку оставлю в описании. Напишите, пожалуйста, в комментарии, получилось ли у вас или наоборот не получилось заказать там. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Чтобы не пропустить следующие видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пока!